прекрасным мотоциклом реально на ночной трассе. Хотели поехать в Куско, встретить там Новый год. Вообще продолжить путешествие, но мотоцикл сначала накрылся один поршень, а потом что-то случилось, я не знаю что. В общем, стал качал, он не заводится, не едет. Вот мы стоим здесь ночью. Пытаемся остановить какую-нибудь машину на хайвее, чтобы уехать отсюда. Попробовать прицепить мотоцикл на трос и хотя бы отвезти или в кузов его кинуть. Как-то так. Поскольку это хайвей, здесь есть такая спасательная кнопка. Сейчас мы попробуем вызвать помощь. Идет вызов. Aló, buenas noches. Ближе, прям вообще в рот засунь туда. Hola, necesita ayuda. Sí, buenas noches, dígame. Disculpe. Он говорит, buenas ¿Cuál es su noches. emergencia, caballero? Что надо, короче, тебе? Mi carro es no servicio. Aló, buenas noches. ¿Puede acercarse más al poste, por favor, que no le copió bien? Вызов закончился. Короче, что-то кажется, ничего не получилось у нас. Мы решили устраиваться на ночлег. Сейчас нужно мотик дотолкать до какого-нибудь съезда с хайвея. Здесь есть один недалеко. Не то чтобы это прям официальный съезд с хайвея, это просто дорога, уходящая в поле. До туда сейчас затолкаем мотик. ¿Aceite o gasolina? Es gasolina. ¿Aceite? Gasolina. Sí, es un pistón, no funciona. Sí, por eso Sí, no es. podemos manejar. Es todos en Sí. aceite. Sí. Пока мы пытались заночевать, по дороге ехали полицейские, мы их стопнули. В общем, они сейчас пытаются нам типа помочь, я не знаю, как это все кончится. И какие-то проблемы возникли, я им предлагаю попробовать нас немножко протащить, хотя по хайвею ночью это делать очень опасно, но хотя бы попробовать завестись, если я заведусь. Уже будет валик доехать до ближайшего поселения, здесь километров 7. Vamos a subirlo, pero dos para cada lado. Pero. De aquí del fierro agarra tu peña. No, de aquí. Primero hay que subirle esta llanta nomás. Y de ahí ya lo agarra el brigadier, lo agarra la moto para que direccione nomás y ahí ya lo levantamos ahí. Ya. Jala. Ya, ahí nomás, ya. Ya, ahí nomás. Ya, ahora atrás. Pepe, direccione la llanta nomás. Sí, no. Pepe. Ya, espera ahí nomás. Ya, empuja, piña, empuja. Jala, peje. Ya, ahí nomás. Ya. Sí. Para que no se mueva. Что-то мне это чертовски напоминает. Опять мой мотоцикл не работает, опять его везут на каком-то грузовике, который нам кое-как удалось выцепить в 12 часов ночи. Не знаю, по идее сейчас они должны нас отвезти в ближайший городок, даже не городок, а деревню, где мы уже будем придумывать, что делать завтра. Возможно, это была его последняя поездка, но это не точно. Проснулась? Или ты не спала? Мы приехали. Пока что там ничего нету из вещей. Окей, bueno. Muchas gracias. Ya. Gracias. Ahí puedes comer algo, ahí baño. Ajá. Gracias. Hola. ¿Tienes comida? ¿Para comer? Sí. ¿No?
Dormir. ¿A dónde? Sí. Pueblo, allá están las luces. Cerro Azul. Allá están las luces, allá. Allá es para dormir. Такое я боялась. Испугалась? Да, немножко. Весь день сегодня ходил, искал какого-нибудь человека, который поможет мне мотик до Лимы дотащить на машине. Ну вот, в итоге нашел одного мужика. Мы договорились с ним здесь встретиться в 6 часов на этом месте. Вот это его грузовик. Но его все еще нет. По идее, вот тут девушка сказала, что он вернется через 5 минут. И вот на этой машине, по идее, мы должны поехать сейчас в Лиму. Хочет он за свою помощь $100. Конечно, я могу сейчас выйти. Здесь есть причал, который выходит прямо в Тихий океан. Я могу туда выйти, взять мотоцикл, просто выкатить. Он такой высокий причал, там метров, не знаю, 5-7, может больше. И скинуть, короче, тупо мотик в океан, сесть на автобус и уехать. Вот. Но делать так я, конечно же, не буду. Мы с Катей зашли похавать в офигительном ресторане где-то в Перу, на окраине Перу, какой-то затерянной деревне в Перу. И чувак, который пообещал довести наш мотик до Лимы, он куда-то пока что свалил. Вот. Что-то мне сказывается, что с перуанцами дела не очень имеете. Скорее всего, никуда сегодня мы не поедем. Но если поедем, меня прям это очень сильно удивит. Да ладно, мне кажется, поедем. Меня это удивит. Я бы хотел, чтобы мы поехали до Нового года. Завтра Новый год. Не хотелось бы его встречать где-то в жопе мира. Хотя бы выйти на центральную площадь Лимы и там потусить. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vamos? Pucha, no voy a poder. ¿Qué? No voy a poder. Igual voy a tener que me dar chambe de vuelta. ¿Te понимаешь? Ahorita me está fallando el carro. ¿Qué carro? El ¿Cómo? camioncito me está fallando. Eso es todos los días aquí. ¿Ah? El camioncito me está fallando. ¿Qué Me es quedo это? botado. Метафаянда, ты чё? Ah, Она тут стояла весь день. Todos los días él es camioneta aquí. ¿Qué problema? se me ha jodido, se me ha malogrado el carro allá en camino, me quedo botado. Mira, ¿cómo estoy? Ты поняла, что он сказал? Ah, no voy a poder viajar porque no me voy a quedar botado por camino. ¿Sabe dónde podemos encontrar otra persona que puede ayudarnos? А раньше сказать нельзя было, блядь, меня это бесит. Типа, нахуй вообще было соглашаться. Как сказать, сказал в прошедшем времени? Me dijo. ¿Por qué tú me dijo tú ir? ¿Por qué tú me dijo tú ir? Yo sí, yo te dije para ir, pero mi camión está malogrado, está fallando, motor, Мотор fallando. está caro. Y Yo me he tú... quedado botado, ya no fui a trabajar, mira cómo estoy, me quedo botado arreglando. Ahorita tiene que llegar, me han jalado. Yo espero para tú. Yo no buscar, No no buscaba buscando, otro. yo no buscando otras personas porque tú habla mí, Sí, ir. yo te amo, sí. Es Pero, problema. pero, ¿qué vos sé si mi camión está fallando? Está fallando. Fallando. Sí, voy a llamar a otro a ver si puede llevarte. Окей. Что он сказал, сейчас позвонит кому-то? Ну да, я попросила его, спросила у него, когда люди стояли, типа, знает ли у кого-то, кто может нам помочь. Сказал, что позвонит. Ты не пиши меня. В смысле, Ники, пиши, Катя.
Нет, Зачем- в смысле, зачем? Он не прав, безусловно. Просто сейчас, типа, тем, что будешь на него наезжать, он никуда с тобой все равно не поедет. Я знаю, но типа смысл не в этом. Смысл в том, что мы с ним договорились, а он такой типа, нахера было вообще говорить, что поеду? Я бы искал другого человека. Ну, смотри, если просто переводить то, что он говорит, все было в силе до тех пор, пока он не, типа, начал что-то там то ли чинить, то ли не чинить, поэтому он с 6 типа пытался пофиксить, не пофиксить. Его не было здесь в 6. Ну, только он, видимо, в другом месте фиксил. ХЗ? А может, Нет, как? машина тут была. Да она стояла, и он просто не хочет никуда ехать, я уверен в этом. Блин, я думала, 350 соли, это нормально. Ну да, норм. Может, 400 ему предложить? Но он заебался, чтобы с друзьями пивка попить. Никуда не уехали, поэтому здесь будем праздновать Новый год. Сегодня 31 декабря 2017 года. И спать мы сегодня будем здесь на пляже, потому что отель в этот день очень дорогой. Вот. Ну, у нас есть палатка, что круто. Я поставил заряжаться аккумулятор от мотоцикла. Может быть, получится потом завести. Сейчас я буду ставить палатку. В общем, найду дров. И вечером, надеюсь, мы разведем костер и что-нибудь купим вкусного. И лампово так встретим Новый год. Выберем место, где поменьше камней. Позади меня куча палаток, перуанцы, которые приехали праздновать Новый год. Вместе с ними приехали и ребята, которые захотели поживиться. Порезали палатку. Вот так вот. Хотели украсть вещи. Козлы. Но здесь ничего не было ценного, поэтому поломались они. Ходили ночью, резали палатки, искали что ценное. Так что в Перу нужно быть с этим очень осторожным. Представляете, уже мы... Сколько мы здесь, Кать, находимся в этом городе? 3 дня. Мы уже в этом городе находимся 3 дня. Так нам повезло, что мы попали на новогодние праздники. И здесь мы искали машину, чтобы отвезти мотоцикл в Лиму. И никого не нашли. Целый город, в котором за 3 дня мы не нашли машину. Сейчас мы едем в соседний город. В соседнем городе попробуем найти. Говорят, он более индустриальный. Ну, не говорят, но я думаю, что он более индустриальный. Этот все-таки более такой туристический. Возможно, там удастся найти что-нибудь. У перуанцев очень большая проблема. Я уже договорился с 3 людьми, и ни с одним из этих 3 человек не получилось в итоге уехать. Потому что один сказал, что у него сломалась машина, у него ни хрена не сломалась. Второй сказал, что сейчас поедем через 5 минут, и пропал просто тупо, блин. А другой просто кричал: да, это вы те самые ребята, которые искали способ вывести мотоцикл в Лиму. Да, сейчас я приеду, и мы с вами решим этот вопрос. И в итоге, ну, ни с кем ничего не получилось. Hola, disculpe, yo tengo un problema con mi motocicleta. Y yo quiero, para llevar mi moto a Lima, necesito un camioneta o carreta. Maybe yes. Es tú, как свободен? No, taxi. No. Sí, yo entiendo. Sí, entendemos, pero si pueden ayudarnos y vamos a pagar, por supuesto. Es que no viajo a Lima. Sí, pero podemos... Somos de acá. Sí, pero posiblemente sabe dónde podemos encontrarla. Tendrán que buscar por ahí, pues siempre así buscando, ¿no?
там на заправке половить машины, которые едут в сторону Лимы. Если туда будут заезжать грузовички, попробуем спрашивать. Может быть, они возьмут мотоцикл. Ой. Торчим мы на заправке, пока никак не получается найти того, кто бы нам мог помочь. Короче, пиздец. Yo te hago el flete, tú tienes que conseguir la persona para levantarlo, ¿ves? Vamos. ¿Podemos levantar nosotros? ¿Ah? Nosotros lo podemos levantar. Nosotros lo levantamos, ya te da tu propina, Sí. porque yo nada más lo que hago el flete. Escucha, me da la propina para ellos, porque ellos no tienen que ver, ni yo tampoco, yo hago el flete. Te vamos a ayudar a hacer. Allá también tienen que buscar Sí, otra persona. pero es tu trabajo. Mi trabajo Yo es pago, yo pago tú pago todas personas. Ah, no me Sí, conviene. sí. Yo te estoy cobrando 3.50. Hasta Lima. Yo nada más lo que es, soy chofer. No, señor, es muchos dineros para este trabajo, yo sé, ¿ok? Yo pago para tú pagar todas personas. No, está loco, y allá quién lo baja. No es mi hombre, no lo voy a bajar yo. Allá, ¿quién lo baja? ¿Qué? Allá en Lima, ¿quién lo baja? ¿Como en Lima? ¿Quién lo baja? Ah, No vamos a ir. Discúlpeme, ajá. yo te he cobrado 3.50, como te dije allá, te he cobrado 3.50, yo lo llevo, pero yo no tengo gente. Tú tienes que buscar tu gente y pagarle para que te suba tu moto. Y si no te conviene, no te preocupes, ahí nomás que quede. No tenemos personal para subir la moto, no hay gente para subir. Y para bajarlo tampoco no hay. No hay gente. Lo que tú ves... Aquí, yo y Y allá, cuatro gentes Ya, aquí, pero allá- cuatro personas aquí ahora. Ahorita, claro. y allá, en Lima, para bajarlo. Es mi problema. En Lima no importa ahora. Importa ahora. Llevarlo. Y allá bajarlo. ¿Qué? Y allá tengo que bajarlo porque yo no voy a estar, yo me vengo el toque. Yo ¿Quién lo voy, baja? te dejo, ¿y quién lo baja allá? Yo no entiendo qué problema. Allá yo no entiendo, yo no conozco Lima. Yo no sé, ¿quién te va a bajar la moto de allá? Yo es mi problema. Ese es su problema, dice. Yo Pero has escuchado lo que dijo, que él me está pagando. yo voy por gente. buscar otras personas en Lima para aquí. Bajarlo. Ah, pero tú, Pero yo no tengo que ver nada cuánto te cobre esa persona. ¿Qué? Yo no tengo que ver nada cuánto te cobra la persona. Tú me pagas mi esto y yo me vengo. ya tú le pagas a la gente de allá. Tú le pagas a la gente de allá. Sí. Ah, ya. Si es así, vamos a levantar lo que tú quieras. Vamos a ayudar. Ok. Ah, Aquí claro. y aquí. Y ¿Sí ves? ¿No? sí. Ya, arriba. Stop. Yo voy a Sí. subir arriba. ¿Sí? Ya. Entonces, hay que amarrarlo. Que saca esto para amarrarlo así. Claro. ¿Yo que fuera? ¿No? ¿Qué? ¿Tiene para amarrar? Ya tiene para amarrar. Él tiene ese mejor gancho. Кажется, наконец-то мы нашли машину, чтобы отвезти мотоцикл в Лиму. Все загрузили, все вещи загрузили. Очень жарко здесь. Но суть в том, что все-таки еще что-то может случиться, пойти не так, зная Перу. Да, знаю Перу и знаю людей. 4 дня мы торчали в этом городе. Наконец-то нашли машину. Приходится даже переплачивать немножко этому чуваку. Но уже пофигу. В общем, надеюсь, доедем без происшествий.
самой Лиме наверняка будут пробки. Сегодня рабочий день. Да, скорее всего. Eh, 500 metros derecha. 500 metros a la derecha. Sí. 500 metros después a la derecha, sí. A ver, 500, cada uno son 100, 200, 300. ¿Por aquí? Sí, sí. ¿Estás seguro, no? Veo que puede venir carro. Осторожно только, там машина может ехать. Она это и делает. Так, ну что, я пойду тетушку только поищу. Давай. A ver, Прибыли. una vez desata. Ah, voy a apagar la luz. Desata ya. Hola. Disculpe, ¿es posible ayudar? Necesito moto. Va a bajar un rato. Sí, moto. Ahorita va un ratito. Ujú, ok. Aquí sigues. Acá. Sí, sí, de acá. Momento. Despacio, ahí lo maqué para cagarlo así. Ya está. Ahora acá. Aquí. Ok. Gracias. Ya agarra ya. Ya, no está. Сняли двигатель, чтобы выяснить, в чем проблема. Я должен был прийти 2 часа назад, и должно было быть все готово, но они только сняли двигатель, еще его не разобрали, сейчас будут, наверное, разбирать. В общем, как всегда, перуанцы немножко запаздывают. Cuando usted derretía el pistón. Ese también. Ese no. Por el hueco, concha, le vale. Какие-то дырки в цилиндрах, как раз таки в первом и в третьем. You need to change 2 pistons and 2 ring sets. Ага, Le meten окей. más silicona que But we need to import that from USA. You don't have that. No. We don't have this in stock. We need to import that. Целую неделю я ждал, даже больше недели, когда же наконец-то механики смогут сделать какой-то ремонт мотоцикла. Мы с ними договорились на дешевый ремонт, что они за $300, короче, заварят мне крышки поршней сваркой. Таким образом я очень сильно удешевил ремонт, но такой ремонт, это очень, короче, дерьмовый ремонт. Вот. Но зато дешевый. И я здесь надеюсь на удачу, надеюсь, мне подфартит, и я смогу доехать на мотоцикле с такой проблемой до Аргентины. Сейчас посмотрим. Там, видишь, тусуется парень, который нам кладет севиче в тарелку. Да. ¿Todo bien? La cadena de levas
Toma asiento, tío. Está como un sonido, está un poco como estaría raspando. ¿Tiene gasolina, Vladi? ¿La cadena de quién? Del CAM, de la leva. ¿Y dónde es cadena? Acá va en el centro, adentro. Ahí va adentro. Ya arranca ya. Блин, я бы его спросил про цепь, когда они разобрались, все ли нормально. Es la cadena, Sí, todo bien, sí. Pregúntale. Oye, ¿Ah? ¿vamos a estar más tiempo acá? Sí, sí, yo ir a Amazon, Amazonka. A Iquitos. Iquitos, sí. Lo que podríamos hacer es que te busque yo la cadena y lo cambiamos, ¿no? Para que tú estés tranquilo también. O sea, para que te quede bien, ¿no? ¿Tranquila? O sea, para que quede bien, se puede cambiar la cadena. Si lo encuentro acá yo, busco la cadena. Si encuentro, lo cambio. Para que no esté sonando así, pe. ¿O tú qué dices? ¿A cuánto cuesta para cadena? No tengo idea, no sé si habrá. O sea, lo primero que tengo que hacer es buscar, pe. Buscar. Si encuentro, yo te digo cuánto cuesta, pe. Y si cambia. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar la cadena y cuando encuentro te llamo y te digo ya, y tú cuando vienes lo cambiamos al toque nomás. Porque si no hay, lo voy a tener por gusto la moto acá.